Многие представляют, что Россию и Америку разделяет огромный океан и тысячи километров территории, но это большое заблуждение. В самом центре Берингового пролива находятся два острова. Остров Ратманово, территория России, и остров Крузенштерна, который принадлежит Америке. Расстояние между ними составляет 3,8 километра. Это расстояние, которое на машине можно проехать примерно за 4 минуты. Поезд преодолел бы его еще быстрее, всего за пару минут. Хочется задать вопрос. Почему два крупнейших государства планеты, запустившие людей в космос и расщепившие атом, за 100 с лишним лет так и не соединили эти берега? Казалось бы, это идеальное место, чтобы соединить два континента. Здесь мог бы появиться мост, который навсегда изменил бы карту мира. Поезда могли бы идти из Нью-Йорка в Москву. Машины пересекали бы континенты без единого корабля. Но есть одна странность. За всю историю человечества здесь так и не появилось ничего. Ни моста, ни тоннеля, ни даже нормального сообщения между этими точками. Более того, большую часть года этот пролив вообще невозможно пересечь. И чем больше инженеры изучали это место, тем сильнее становилось ощущение, что проблема здесь гораздо глубже, чем просто расстояние или природа. В этом видео мы разберем, почему одно из самых коротких расстояний между двумя континентами оказалось одним из самых недоступных на планете. Мы посмотрим на проекты, которые пытались соединить Россию и Америку, и увидим, как каждый из них рушился. Мы спустимся под воду, где скрывается настоящая причина, и узнаем, почему даже современные технологии здесь оказываются бессильны. Но когда вы узнаете, что на самом деле мешает соединить эти два берега, вы поймете одну простую вещь. Иногда дело не в технологиях и даже не в деньгах. И ответ окажется гораздо неожиданнее. Зима 1990 год. В Берингов пролив приходит международное исследовательское судно. Задача звучит просто – найти точку, где можно начать строительство. Инженеры уверены в себе. К этому моменту человечество уже пробило тоннель под Ла-Маншем, соединив Великобританию и Францию, и реализовало десятки сложнейших инфраструктурных проектов по всему миру. На карте все выглядит почти идеально. Самая короткая точка между Евразией и Северной Америкой. Логика подсказывает, именно здесь должен появиться мост. Но сама идея соединить эти берега появилась гораздо раньше. Еще в конце XIX века американский предприниматель Уильям Гилпин предлагал создать глобальную железную дорогу, которая прошла бы через Аляску, пересекла пролив и связала Америку с Россией. Позже, в начале XX века, проекты тоннеля под Беринговым проливом обсуждались уже на государственном уровне в Российской империи. Проходит десятилетия, технологии растут, и к концу 20 века идея возвращается снова, уже как реальный инженерный проект. Оборудование начинает сканировать дно. На экранах появляются первые данные. Максимальная глубина не критическая, составляет около 100 метров. Рельеф кажется относительно ровным. Команда обсуждает варианты – опоры, тоннель, комбинированные конструкции. Все выглядит как обычная задача, но проходит всего несколько часов, и ситуация начинает меняться. Сначала поднимается ветер, затем усиливаются волны. Судно начинает слегка качать. Ничего критичного, но через короткое время океан словно оживает. Волны становятся выше, лед начинает двигаться. Огромные плиты толщиной в несколько метров сталкиваются друг с другом и медленно ползут по поверхности воды. Они не стоят на месте. Они давят, ломают и смещают все, что встречает на пути. Капитан пытается удержать судно на точке, но это оказывается почти невозможно. Течение начинает уносить корабль в сторону. Система стабилизации работает на пределе. Любая попытка зафиксироваться заканчивается тем, что судно просто сносит. Здесь невозможно стоять даже несколько часов, не говоря уже о годах строительства. Первая идея рушится. Но самое странное в этом месте не расстояние, а люди. Острова Диомида разделяет всего несколько километров, но после Второй мировой войны эта граница становится одной из самых закрытых в мире. Жителей переселяют. Семьи, которые веками жили как один народ, оказываются по разные стороны. Это место начинают называть ледяным занавесом. Сегодня на этих островах почти никто не живет. На российском острове только военные и пограничники.
Постоянного гражданского населения там нет. На американской стороне ситуация немного другая. Здесь находится небольшое поселение, чуть больше 100 человек. Это потомки эскимосов, которые живут здесь поколениями. Жизнь здесь крайне изолированная. Нет дорог, нет нормального снабжения. Все необходимое доставляется по воздуху или по морю, и происходит это нечасто. Зима длится большую часть года, температура падает далеко ниже нуля, а густой туман может держаться сотни дней. Но самое показательное, как люди вообще здесь перемещаются. Несмотря на то, что между Россией и США в этом месте всего несколько километров, прямого сообщения между островами нет. Пересечь пролив напрямую практически невозможно. Ни моста, ни регулярного транспорта здесь не существует. Если человек хочет попасть с одной стороны на другую, ему приходится делать огромный крюк. Сначала перелет в крупный город, например, Анкоридж, затем международный рейс через другие страны, и только потом возвращение на Чукотку. Путь, который на карте занимает несколько километров, в реальности превращается в тысячи. Иногда добраться можно только вертолетом или редкими рейсами, которые полностью зависят от погоды. Туман, штормы и ледяные условия могут остановить движение на дни или даже недели. При этом есть и свои ограничения. На острове действует запрет на импорт и продажу алкоголя. Несмотря на то, что расстояние между островами кажется смешным, пройти его пешком практически невозможно. Лед здесь нестабилен, постоянно движется и может разрушиться в любой момент. Поэтому достоверных случаев, когда кто-то пересек этот участок по льду, нет. Но даже здесь находятся те, кто пытается его пересечь. В 1987 году американская пловчиха Лин Кокс переплывает пролив в воде температурой около 6 градусов. Этот заплыв становится символом окончания Холодной войны. И в этот момент становится понятно простое. Расстояние здесь маленькое, граница огромная. В 1995 году в Вашингтоне создается международная корпорация, которая берет на себя инициативу строительства тоннеля под Беринговым проливом. В проекте участвуют не только инженеры, но и крупные железнодорожные компании, инвесторы и представители штата Аляска. В России создается собственное отделение и научно-технический совет. Это уже не просто идея, это попытка соединить два континента на практике. Но чем глубже они погружаются в расчеты и реальные условия, тем яснее становится одна вещь. Проблема здесь гораздо серьезнее, чем казалось. Теоретически вариантов несколько. Можно построить тоннель, можно построить мост. И можно даже рассматривать более радикальные решения. На первый взгляд, тоннель выглядит самым реалистичным вариантом, но только железнодорожным. Автомобильные тоннели такой длины строить практически невозможно из-за требований к вентиляции и безопасности. При этом длина такого тоннеля превышала бы 80 километров. Для сравнения, один из самых сложных тоннелей в мире, Готардский базовый тоннель, имеет длину около 57 километров. На бумаге все выглядит почти идеально. Инженеры предлагают провести тоннель под Берингов пролив, соединить Аляску и Чукотку и создать прямой транспортный коридор между континентами. Поезда могли бы проходить под водой, связывая два мира. Технологии есть, опыт есть. Осталось реализовать. Но очень быстро становится понятно, сам тоннель – это только начало. Чтобы к нему вообще можно было подъехать, нужно построить инфраструктуру там, где ее никогда не было. С российской стороны тысячи километров дорог через Чукотку, с американской такие же расстояния через Аляску. Огромные территории, вечная мерзлота, отсутствие логистики. В некоторых районах нет ни дорог, ни железных путей. Все оборудование приходится доставлять по воздуху или по морю, и чем дальше идут расчеты, тем больше масштаб начинает пугать. Температура зимой может опускаться ниже минус 50 градусов. Металл становится хрупким, техника выходит из строя, а строительство превращается в постоянную борьбу с условиями. По предварительным оценкам, один только подводный участок может стоить десятки миллиардов долларов, а весь проект стать одним из самых дорогих в истории. И в какой-то момент становится ясно, это уже не просто идея инженеров. 1996 год. Правительство Америки выделяет $10 миллионов на исследование проекта. В Анкоридже проходит встреча представителей России и Америки в рамках межправительственной комиссии. Проект получает официальную поддержку как перспективный. Его включают в программы стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Штат Аляска резервирует земли под будущую трассу. Это уже не расчеты на бумаге, это подготовка к реальному строительству.
И на короткий момент кажется, что проект действительно может начаться. Но именно здесь возникает другой вопрос. Кто будет этим управлять? Это не просто тоннель. Это прямая связь между двумя государствами, которые десятилетиями находились по разные стороны конфликта. Любая точка пересечения становится стратегической, любая ошибка – политической. Проект начинает замедляться. Инженеры снова возвращаются к данным, к тому самому месту, где все казалось простым, и начинают понимать, даже если решить вопрос с деньгами и политикой, остается еще один фактор. Фактор, который невозможно контролировать, и именно он ставит под сомнение саму идею тоннеля. Но есть еще один вариант, о котором говорят реже, самый радикальный. Не мост и не тоннель, а дамба. Идея выглядит просто, и именно поэтому пугает масштабом. Соединить материки не конструкцией над водой или под ней, а создать саму сушу. Провести искусственную насыпь через Берингов пролив, опираясь на острова Диомида, и фактически превратить часть океана в землю. Оставить лишь узкие проходы для судоходства, а остальное перекрыть. Такие предложения появлялись в конце 20 века, когда инженеры искали любые способы соединить континенты. Это был не один конкретный проект, а направление мысли. Если нельзя надежно закрепиться в воде, значит нужно изменить саму среду. И на первый взгляд это не выглядит невозможным. Самая длинная морская дамба в мире, Семангымская дамба, достигает около 34 километров, и даже она в несколько раз меньше того, что пришлось бы построить здесь. Здесь речь шла бы о конструкции в несколько раз длиннее, но принцип остается тем же. Слой за слоем наращивать грунт, укреплять его и создавать искусственную линию суши. Но именно здесь масштаб выходит за пределы инженерии. Дамба – это не просто дорога, это вмешательство в систему океана. Она меняет движение воды, перекрывает течение, влияет на температуру, на миграцию животных, на экосистемы всего региона. Некоторые оценки даже предполагали, что такие изменения могли бы повлиять на климат в северной части Тихого океана, и именно здесь возникает главный конфликт. Инженеры думают, что уже поняли все проблемы. Деньги, политика, суровые условия, но очень быстро становится ясно – это лишь поверхность. Настоящая проблема скрывается глубже. Прямо под дном Берингов пролив проходит граница двух огромных тектонических плит – североамериканской и евразийской. Это не линия на карте. Это место, где сама Земля находится в постоянном движении, и это движение никогда не прекращается. И именно здесь возникает проблема, которую нельзя просто просчитать. Грунт в этом регионе нестабилен. Это не сплошная скала, в которую можно надежно закрепиться, а сложная смесь пород, вечной мерзлоты и участков, которые со временем теряют плотность. Земля может смещаться, проседать и буквально менять форму. Любая конструкция в таких условиях оказывается под постоянным риском деформации. И самое опасное – не сами движения, а их последствия. Даже небольшое смещение тоннеля создает напряжение, которое начинает накапливаться внутри конструкции. В какой-то момент материал просто не выдержит, и тогда возникает главный риск – это вода. Под огромным давлением она мгновенно заполняет любое повреждение. На такой глубине давление достигает десятков атмосфер, и разрушение происходит за считанные секунды. У людей не будет времени на реакцию, не будет возможности быстро исправить ситуацию. И в этот момент инженеры приходят к простому, но жесткому выводу. Построить тоннель возможно, гарантировать его безопасность нет. И тогда становится понятно главное. Мы можем строить мосты через океаны, мы можем бурить тоннели под морями, но есть места, где условия диктует не человек, а сама планета. И именно здесь эта граница проходит особенно четко. И здесь возникает еще одна странная деталь. Америка и Россия уже были соединены. Десятки тысяч лет назад на месте Берингового пролива не было воды. Во время ледникового периода уровень Мирового океана был ниже примерно на 120 метров. Огромные массы воды были заперты в ледниках, и море буквально отступило. На его месте появилась суша. Ее называют Берингия. Но это была не узкая полоска земли, это был огромный регион шириной в сотни километров, с равнинами, реками и собственной экосистемой. По этой территории свободно перемещались животные – мамонты, бизоны, северные олени. За ними шли люди.
Именно через этот участок первые люди попали из Азии в Северную Америку. Это был естественный мост между континентами. Но самое важное, он не был постоянным. По современным данным, он появился примерно от 30 до 35 тысяч лет назад, когда уровень океана начал падать. А затем около от 10 до 11 тысяч лет назад климат начал меняться. Ледники стали таять, вода возвращалась, и суша постепенно исчезала под водой. Континенты снова разделились. И произошло это не мгновенно, а медленно, на протяжении тысяч лет. И в этот момент становится понятно простое. Природа уже соединяла эти берега, но сделала это лишь на время. И теперь мы пытаемся повторить то, что она когда-то сделала сама, но уже в условиях, которые мы не можем контролировать. И все же идея не исчезает. С развитием технологий к ней возвращаются снова и снова. То, что еще 100 лет назад казалось невозможным, сегодня становится реальностью. Человечество строит мосты и тоннели в местах, которые раньше считались непреодолимыми. Мост Гонконг-Чжухай-Макао протянулся более чем на 50 километров через открытое море. Сейканский тоннель проходит под морским дном в зоне сейсмической активности. Проекты, которые еще недавно казались невозможными, сегодня работают каждый день, и именно поэтому к идее тоннеля под Берингов пролив возвращаются снова. В 2025 году Дональд Трамп назвал этот проект интересной идеей, снова привлекая к нему внимание. В апреле 2025 года Илон Маск публикует в своей соцсети Twitter видео, показывающее, насколько близко находятся Америка и Россия в районе Берингового пролива, и снова подогревает интерес к соединению. Но каждый раз все упирается в одно и то же. Да, мы научились строить в самых сложных условиях. Да, мы можем прокладывать тоннели под морями и соединять страны. Но в случае с Беринговым проливом проблема не в том, что мы не умеем строить. Проблема в том, что здесь слишком много факторов, которые невозможно контролировать. И тогда возникает простой вопрос: нужен ли вообще этот тоннель? Возможно, дело не в том, что мы не можем его построить. Возможно, дело в том, что нам это просто не нужно. А может быть, настоящий барьер между Россией и Америкой никогда не был техническим. Он был политическим. И никакой тоннель это не изменит. Друзья, напишите в комментариях, как вы думаете, почему мост все еще не построен.